Дуэли чести были частью культуры многих народов и воспевались в искусстве. Но в Неаполитанском королевстве к концу XIX века эти дуэли стали уже очень серьезной проблемой для общественного порядка. Например, в полицейских отчетах и литературе тех лет говорилось, что эти дуэли чести проходили средь бела дня на оживленных улицах, на глазах толпы или даже в трамваях. С другой стороны, дуэль – это древний ритуал, когда двое мужчин рискуют своей жизнью во имя справедливости или собственной чести. Дуэли – это часть древней неаполитанской культуры, которая полностью ускользнула от контроля полиции и короля. От варварского испытания поединком в Древнем Риме до рыцарского поединка в Средневековье и до сведения счетов между дворянами, дуэлянты по всей Европе были упрямыми последователями древней традиции, которую за долгую историю так никто и не смог искоренить. Дуэли фигурируют и в культурах других стран, от Англии до России и Японии. В Неаполитанском королевстве проблема дуэли вспыхнула еще при начале правления испанцев в Средневековье, когда они привезли с собой их технику фехтования под названием дестреза, а школы фехтования открывались по всему городу. В 1532 году, когда новым вице-королем Неаполитанского королевства стал Педро де Толедо, он как-то еще пытался покончить с дуэлями, пытаясь приговорить к смертной казни дуэлянтов, но его попытки оказались тщетны. Понятие чести настолько было важно, что ее никак нельзя было пренебречь. Потом с приходом французской династии Бурбонов также делались попытки запрета дуэлей, но популярные кукольные оперы на улицах города были полны историй о дуэлях, делах чести и разногласиях, которые можно было решить только острым лезвием. Сама Каморра ведь не случайно носила название «Общество чести». Фердинанд IV даже попросил папу римского вмешаться, чтобы остановить практику дуэлей между дворянами в городе, которые не просто не соблюдали должных формальностей, но также и правил, что даже это считалось неприемлемым для представителей более низших слоев населения. Церковь отныне определила убийство на дуэли как смертный грех, пояснив, что победивший дуэлянт будет проклят перед Богом. Кардинал Ришелье в свое время также выступал против проведения дуэлей на улицах Парижа. Несмотря на религиозное порицание, дуэлянты так и продолжали убивать друг друга. За множество столетий понятие чести стало частью культуры Южной Италии, а к концу XIX века новости о ранениях и смертях на дуэлях были уже в порядке вещей. Зачастую об этом даже не сообщалось, потому что привлечение посторонних, а тем более властей в частные дела, воспринималось как трусливый и бесчестный поступок. Дуэли на ножах или с применением огнестрельного оружия – это было насильственным решением для разрешения непоправимых конфликтов, как среди буржуазии, так и среди простолюдинов. Это был способ подражания обычаям знати, которые всегда были связаны с древними кодексами чести. Профессор Энрико Писино в XIX веке обозначил тревожный аспект насилия при урегулировании споров в Неаполе. Дуэль сегодня не только существует, но и больше не является привилегией знати или фехтовальщиков. Сегодня буржуа пытается благодаря дуэли строить из себя аристократа и тем самым отличаться от простолюдина. В то же время простолюдин начинает подражать буржуазии, когда трусливые и жестокие нападения на беспомощных сменились дуэлью, определяя ее время и место. Хотя это выглядит грубо и по-плебейски, но суть ее остается той же. Таким образом, в XIX веке зародилась еще более сложная ритуальная форма дуэли, когда люди убивали друг друга в своего рода племенном танце ножа. Это была дуэль чести, которая в Каморре стала известна как зумпата. Баланс сил внутри организованной преступности и подъем внутри организации также решался на дуэли. Для Каморры, которая была чем-то вроде масонской организации для простолюдинов и маргиналов, дуэли были сродни рыцарскому поединку, а их организация – рыцарскому ордену, члены которого также носили именное оружие, у них были собственные правила поведения и древние представления о чести, за которые они так цеплялись. Для них дуэли были сродни еще одному древнему ритуалу, который так любила Каморра. Например, дуэль носила еще церемониальную функцию, когда молодые юноши собираются стать полноправными членами Каморры. Верные древним традициям, каморристы считали делом чести решать споры в поединке. Это могли быть споры из-за девушки или из-за размера доли, или еще по какой-либо причине. Однако в большинстве случаев каморристы бросали друг другу вызов без какой-либо конкретной причины, с единственной целью повысить свой престиж или подняться к власти. Потому что на вершине организации не было места тем, кто не умел обращаться с холодным оружием. Рыцарские законы Каморры запрещали пожилым членам организации принимать участие в дуэлях, как и членам организации с рангом контаюола, то есть бухгалтера. Говорили, что действующим капентесте, то есть верховному боссу Каморры, и капентрите, районным боссам, также запрещалось принимать участие в дуэлях. Но это правило тоже в особых обстоятельствах игнорировалось. Поскольку зумпата была делом чести, в ней запрещалось принимать участие так называемым бесчестным людям, то есть сутенерам и пассивным гомосексуалистам.
Сразу вытаскивать оружие считалось трусостью, и поэтому сначала надо было решить все с помощью посредника или секунданта. После обсуждения дуэлянты договариваются о встрече, чтобы раз и навсегда уладить спор. В Каморре дуэлянты сначала должны были поставить в известность своего капентрита, который должен был стать судьей и довести дело до высшей матери, суда Каморры. Если один из дуэлянтов не был членом Каморры, то достаточно было присутствия друзей или знакомых, которые будут засвидетельствовать результат дуэли. Исход дуэли не всегда заканчивался фатально, но в любом случае сразу же после дуэли было запрещено приходить к соглашению. Дуэль начиналась с того, что два соперника или две стороны встречались в таверне, где мило друг друга угощали едой и напитками. Место проведения дуэли варьировалось в зависимости от причин конфликта между участниками. Если же речь шла о личных обидах или фактах, имеющих отношение к организации, то зумпата проводилась за пределами Неаполя в сельской местности. Но в основном проходила прямо на улице под равнодушным взглядом прохожих. Но если же причина конфликта возникала, например, из-за сутенера-проститутки или же хозяина игорного заведения, то дуэль, как правило, проводилась на месте начала конфликта или же рядом с ним. Сопровождавшие дуэлянтов образовывали бойцовский круг. Участники пожимали друг другу руки, выпивали по бокалу вина и начинался бой. Согласно законам тех лет, людям, пострадавшим в поединках, было запрещено появляться в больнице без сопровождения полицейского. И поэтому бывало много случаев, когда побежденные оставались лежать на земле долгие часы, умирая от потери крови. Оружие обязательно должно было быть таким же, как и у противника. В основном это были ножи с откидным лезвием или же острые бритвы. У законов дуэли также были и свои преступления. Например, когда один из дуэлянтов пытается как-то навредить своему сопернику еще до проведения дуэли. Был такой интересный случай в Каморре, когда один из дуэлянтов был застрелен, когда он собирался сесть в повозку, чтобы отправиться к месту проведения дуэли. После этого бесчестного поступка Каморра очень жестоко убила дуэлянта, заказавшего этого убийства. Также хотелось бы отметить один очень интересный факт. Огнестрельное оружие было запрещено в дуэлях Каморры. Поскольку обращение с холодным оружием – это хлеб Каморры, у нее существовали настоящие школы фехтования, в которых молодые ученики тренировались с деревянными кинжалами. Учителями фехтования обычно выступали уже взрослые печати дисгара или же каморристи. На практике авторитет члена Каморры всегда зависел от количества поединков, в которых он выстоял, и благодаря которым он мог даже подняться внутри организации. Был такой Аньело Аузиело, которого прозвали королем зумпата. Как известно, капентеста избирается среди капентрити только путем голосования. Аузиело, даже не будучи капентрита, удалось стать капентестой. На общем собрании организации в 1840 году Аузиело публично объявил, что 4 капентрити пытались домогаться до его жены, и он вызвал их всех на дуэль, проведя в тот же день 4 поединка. Победив сразу всех противников, Аузиело выдвинул свою кандидатуру на самый высокий пост в организации. Никто из присутствующих даже не осмелился отказать ему в голосовании, и его избрали. Аузиело правил 6 лет, игнорируя правило, что капентеста должен избираться каждый год на голосовании. Но это были очень жестокие 6 лет, потому что у него хватало врагов в организации. В итоге он все же был смещен с поста путем голосования и был вынужден покинуть Неаполь. В Каморре тренировки и обращения с оружием для своих дуэлей всегда проходили на свежем воздухе. Как правило, это происходило на пляже Почо-Реале. Хотя дуэли Каморры и остались историей, одно все же в принципе каморристи так и осталось неизменным. Это бесполезное и необоснованное насилие, как и их дуэли в 19 веке, когда лезвие ножа проникало в тела их жертв.